Прицельный удар. Россия снова бьет по гражданским. Президент сделал резкое заявление. Старания Путина обернуться ничем. Секретный план Киева и Вашингтона. Подробности вас удивят. Трамп соглашается с Москвой. На что готов пойти глава Белого дома ради одобрения Кремля? И зачем берет паузу длиною в год? Кремль экстренно усиливает защиту. О чем узнали в российском Генштабе, что начали строить новые подземные туннели? Досмотрите. Столицу охватили протесты. Скандального политика обвиняют в торговле людьми. Уйдет ли премьер-министр под натиском толпы? Масштабное увольнение. Тысячи госслужащих останутся на улице. Кто виноват и когда ситуация может наладиться? Об этих и других главных событиях утро вторника, 7 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Оккупанты воюют не просто с гражданскими. Россия ударила дроном по роддому в Сумах. Беспилотник нанес прицельный удар по зданию перинатального центра. По данным главы Сумской областной администрации, дрон поразил объект в Ковпаковском районе города, после чего загорелась крыша. Россияне даже не пытаются скрыть, что вся украинская жизнь для них — это мишень. И эти их дроны, авиабомбы, ракеты они запускают хоть и по приказу своего Путина, но это делают другие люди, и каждый из таких российских убийц — военный преступник. На момент атаки в здании находились 166 человек, среди них 11 детей, 35 пациенток и 120 сотрудников. Всем удалось спуститься в укрытие, пострадавших нет. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что возгорание удалось оперативно ликвидировать. Спасатели опубликовали кадры последствий атаки. Повреждена кровля, выбиты окна, часть помещений залита водой после тушения. Сумы и область остаются под постоянными ударами. Накануне российская армия атаковала дронами железнодорожный вокзал и пассажирские поезда в Шостке. Погиб 1 человек, среди раненых 3 детей. После обстрела часть города осталась без света. Но российские старания устроить украинцам холодную зиму могут обернуться ничем из-за одного только интересного решения властей. Украина создала секретную сеть аккумуляторных парков для защиты энергосистемы от ударов. Эта сеть способна временно поддерживать энергосистему в случае масштабных атак. Проект стоимостью около $140 миллионов реализован при поддержке американской компании и завершен в августе этого года. Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, 6 объектов в Киеве и Днепропетровской области уже работают и способны мгновенно компенсировать перебои в подаче энергии, если из-за обстрелов выйдут из строя электростанции или подстанции. Общая мощность сети составляет 200 мегаватт, а емкость 400 мегаватт-часов. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 600 тысяч домохозяйств в течение 2 часов. Каждый блок можно заменить без остановки всей системы. Это делает проект устойчивым к атакам. Украина держит местоположение батарей и системы их защиты в секрете, чтобы предотвратить их уничтожение. По данным The Wall Street Journal, объекты прикрыты средствами ПВО, а управление ими осуществляется в координации с Укрэнерго. Москва тем временем готовится к ядерной войне. Российские власти усиливают защиту ядерного полигона на архипелаге Новая Земля в Архангельской области после серии украинских атак дронов на военные и энергетические объекты. Как сообщают медиа со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth, в поселке Северной административной базе полигона топливные цистерны накрыли металлическими защитными сетками. Меры направлены на предотвращение взрывов при возможных атаках беспилотников. Поселок Северный расположен более чем в 2500 километров от Украины и обеспечивает работу ядерного испытательного комплекса. Подобные защитные конструкции ранее появились на авиабазе Оленья под Мурманском, которая уже подвергалась ударам украинских дронов. Хотя ядерные испытания на Новой Земле официально прекращены с 1990-го, на полигоне продолжаются подкритические эксперименты без цепной реакции. Также строятся новые подземные туннели на случай возобновления испытаний.
Трамп дает добро. Вашингтон соглашается с Москвой в вопросе продления ограничений на ядерное расширение. Последний предохранитель ядерной гонки повис на нитке. Вашингтон дает сигнал. Ограничительные рамки с Москвой могут прожить еще год. Президент США сказал, что считает разумным продлить действие ядерного соглашения с Россией, чтобы выиграть время для дальнейших переговоров. Похоже, это отличная идея, мне кажется. Речь идет о договоре СНВ-3 2010 года, срок которого истекает в феврале. Месяц назад Владимир Путин предложил сохранить установленные им лимиты еще на год при условии зеркального шага США. Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина. Ставки высоки без продления. У двух крупнейших арсеналов мира впервые со времен Холодной войны не останется юридических ограничений, и окно в новую гонку вооружений распахнется настежь. В стране уже начались увольнения государственных служащих. Кто пострадает следующий и как долго сможет протянуть экономика в таком режиме? Все из-за приостановки финансирования федерального правительства, так называемого шатдауна. Глава Белого дома заявил, что кризис спровоцирован позициями демократов, которые якобы блокируют финансирование ради политической выгоды. Это была цитата. Демократы здесь играют в игры, у нас только одна просьба, чтобы хотя бы несколько демократов остановили это безумие, открыли правительство, и мы могли перейти к важнейшим дебатам по поводу решений, которые нужно принять до конца года, включая дальнейшие реформы в сфере здравоохранения. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее сообщала, что администрация планирует уволить тысячи госслужащих в связи с остановкой работы правительства. По данным Политико, директор административно-бюджетного управления Рассел Уоут уведомил республиканцев в Конгрессе, что массовые сокращения начнутся в ближайшие дни. Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом намерен использовать ситуацию для, цитирую, «оптимизации раздутого бюрократического аппарата», конец цитаты. Все стараются всеми силами обвинить демократическую партию. Шатдаун вступил в силу в полночь 1 октября, когда федеральное правительство частично прекратило работу из-за отсутствия бюджета. Конгресс так и не смог согласовать ключевые статьи расходов, прежде всего в сфере здравоохранения. Тем временем, как сообщает CNN, Сенат в 6-й день шатдауна возобновил работу в поисках компромисса. Демократы требуют включить во временный бюджет расширенные субсидии Обамакер, тогда как республиканцы настаивают на переносе этого вопроса до конца года. Мы с вами следим за этой историей с самого начала и в предыдущих выпусках давали позиции обеих партий, поэтому теперь вопрос к вам. Как думаете, когда и как все закончится? Не забывайте написать свое мнение в комментариях под видео. Юг России атакован. Краснодарский край оказался в эпицентре нашествия мраморных клопов. Насекомых, известных своим резким, неприятным запахом и устойчивостью к большинству бытовых инсектицидов. От Анапы до Сочи жители жалуются, что вонючки проникают в дома, автомобили и даже административные здания. По словам специалистов, всплеск активности клопов связан с резким похолоданием. Насекомые массово мигрируют в поисках тепла и укрытия. Экологи предупреждают, что при благоприятных условиях вредители могут нанести ущерб сельскому хозяйству, поражая сады, виноградники и посевы сои. Местные службы дезинсекции фиксируют аномально высокий уровень заражения и уже работают в круглосуточном режиме. Но эксперты отмечают, что мраморный клоп обладает высокой устойчивостью к химическим препаратам, и борьба с ним требует комплексных мер от герметизации зданий до использования биологических средств. Тем временем в соцсетях жители Кубани публикуют видео, где сотни насекомых облепляют фасады и окна зданий. Такое ощущение, что они повсюду, пишут пользователи. Тысячи людей вышли на улицы столицы и требуют отставки премьера. Будапешт кипит. Центр города превратился в море плакатов и флагов. Протестующие обвиняют Виктора Орбана в том, что он загнал страну в нищету и зависимость от Москвы. Это была цитата. Все это на фоне рекордной инфляции и предстоящих парламентских выборов 2026 года. Но политическая буря подогрета не только экономикой. Венгрию потряс скандал с детским приютом. Директор учреждения Паль Петер Юхас с мая
Токая находится под арестом. Его обвиняют в организации проституции, коррупции и торговле людьми. Независимые медиа утверждают, что к делу могут быть причастны высокопоставленные чиновники. По данным местных медиа, Юхас якобы поставлял несовершеннолетних влиятельным политикам, а свидетели утверждают, что одного из них называли «дядя Жолт». Имя совпадает с именем вице-премьера Жолта Шемьена. Орбан назвал обвинение грязной кампанией и пригрозил судами журналистам и оппозиции, но толпа в Будапеште скандировала «Дети не ваша собственность». Это катастрофа, и на самом деле ЕС должен запретить Венгрии доступ ко всем фондам, пока не будет сформировано новое правительство. Он контролирует 95% СМИ, у него в 100 раз больше финансовых ресурсов, чем у оппозиции. Ничего не работает железная дорога, не работает система здравоохранения, не работают школы, а теперь к этому добавились еще и скандалы. В самой Венгрии, судя по протесту, трещина между обществом и властью становится все глубже. Правительство может не сформироваться, премьер может не получить власть в полном объеме. На следующий день после выборов в Палату депутатов Чехии партии и движения начали обсуждать возможные варианты формирования нового правительства. Президент Петр Павел провел серию встреч с представителями ряда политических сил в Пражском Граде и заявил, что пока рано делать выводы и начинать переговоры о составе правительства преждевременно. O sestavení vlády je ještě předčasné. Что касается мандата, то, очевидно, пока слишком рано говорить о формировании правительства или переговорах по этому поводу. Имеет смысл начинать такие обсуждения лишь тогда, когда появятся очертания возможной коалиции, которая могла бы заручиться поддержкой Палаты депутатов, пока до этого еще далеко. По словам президента, это был первичный раунд встреч, цель которого определить пространство для сотрудничества и прояснить позиции партийных лидеров по ключевым вопросам. Павел добавил, что учредительное заседание Палаты депутатов, вероятно, состоится в начале ноября. Это, по его словам, даст достаточно времени для переговоров и формирования возможной правительственной коалиции. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.